Привет, друзья! Привет, уважаемые подписчики! Амижники снова на связи. И с вами я, Алекс Мэт. А это значит, что в это время вы залипаете на замечательном, душевном и ламповом канале Амижники на всю голову. Жорик, подтверди. Самый мощный телеканал всего мира, Вася! И сегодня, начиная с премьеры этого видео, мы решили сделать цикл отдельных выпусков о талантливых, уважаемых и очень значимых в демосцене и игродельной индустрии музыкантах, которые внесли свой посильный вклад в поддержку и развитие таких платформ, как Amiga, ZX Spectrum, ПК и некоторых других. Посмотрим демки, послушаем замечательную музыку, для которых она была написана, и хоть немного узнаем о людях, создававших эту самую музыку. Многие хорошие сценовые музыканты так или иначе остаются в тени. Их музыка, как будто из других измерений особого формата, который присущ демосцене, порой гениальна, но зачастую ужасного качества, так как по большей части это так называемая трекерная музыка. В основном четырехканальный звук устаревшего и канувшего в лету формата мод, который создавалась в 90-х. Разумеется, с течением эволюции технологии развиваются, и сегодня музыка отличного качества. Но 90-е это 90-е. Были объективные причины в создании и использовании модов, XM-ов, STM-ов, и мы, проще говоря, хавали то, что было. К примеру, аппаратная фильтрация звука компьютера Amiga особым образом немного избавляла людей от прослушивания тех неприятных для слуха 8-битных 22, а порой 11 герцовых искажений. Но это была Amiga, она априори в своем роде уникальна, и только она при прослушивании модов могла дать такие интересные метаморфозы с низкими резолюциями, которые не резали слух. В остальных случаях воспроизводимая мод-музыка безжалостно шипела и трещала. Все практически сценовые музыканты из начала 90-х выросли на трекерной музыке. Конечно же, в будущих выпусках мы многих вспомним. И Purple Motion, и Sanity, и Noisy Man. Поговорим о Ревиске, Райдене, послушаем Substance, Nitro, Денниса Неги и многих других замечательных музыкантов, которые подарили демосцене и в первую очередь, конечно же, нам с вами свои разностилевые шипящие шедевры. Ну а этот выпуск открывает первая троица топовых, старейших в демосцене музыканта родом из Швеции. Олаф Густавсон, Линус Эльман и Маркус Алакангас, а также их соседи из Финляндии, проект Trauma Child Genesis. Поехали! Ну и первый музыкант, о котором мы поговорим, это Линус Эльман, сценический псевдоним Проб. Линус родился в городе Гетеборг в Швеции 17 декабря 1974 года. Большой интерес к компьютерам Линусу прививал его старший брат. Брат занимался программированием на ассемблере на ZX Spectrum, который еще в 1982 году привез из Дании. По мере того, как Линус взрослел и видя, как брат целыми днями что-то выстукивал на этой машинке, Линуса все больше и больше увлекал компьютерным миром. Брат научил программированию, а в ближайшем будущем ребята обзаведутся еще и Commodore 64 с Atari. Фактически увлечение переросло в фанатизм. Казалось бы, судьба предопределила будущего кодера, но, как водится, в определенный момент времени что-то пошло не так. И имя этому не таку — Amiga 500. В то далекое время появление у братьев Эльманов Амиги взрывало мозги, еще бы. Amiga на тот момент была технологической революцией и предлагала широкие возможности для реализации своих идей. И одной из таких возможностей для Линуса стало открытие музыкального редактора Soundtracker на Amiga 500. Фактически Soundtracker, который создал немец Карстен Обарский, является родоначальником, так сказать, пионером в мире редакторов трекеров. Что ж, тут надо сделать небольшое отступление и выразить огромную благодарность Карстену, ведь он создал довольно-таки специфический, похожий на программирование тип написания музыки, у которого впоследствии появится огромное сообщество фанатов-музыкантов по всему миру, принявших такой способ создания треков, и породит такие крутейшие давы, как Fast Tracker, Impulse Tracker и многих других для разных платформ. Ну и, конечно же, доселе непревзойденного супертехнологичного монстра Renoise. Линус открывает в себе еще и способности к сочинению музыки, и, как покажет будущее, это будут треки из числа тех, что остаются в памяти на года.
Вообще, надо сказать, у Линуса не так много написанных треков, но некоторые вещи просто шикарны. Линус в основном работал в модных танцевальных жанрах техно, гуай, психоделик транс, и в этих направлениях он, несомненно, оставил свой достойный след. Линус начинает посещать различные демо-пати, проходившие по разным странам Скандинавии. И в 1992 году на одной из вечеринок он знакомится с парнями из нашумевшей в свое время творческой демогруппы из Норвегии Razer 1911, либо просто 1911. И, собственно, в 1993 году на The Party 93, которая проходила начиная с 27 декабря по 29 декабря в датском городе Гернинг, уже в составе Razer на Amiga Music Competition представил свой первый трек Netherworld, написанный в мае 93-го. Трек, в принципе, неплох, но до первой десятки не дотянул. На The Party Linus знакомится с музыкантом Эллен, который в то время уже состоял в финской демогруппе Virtual Dreams. Доктор School, программист из того же Virtual Dreams, предложил посотрудничать с ними. И уже в августе 93 года был написан шикарный брейк-пси-техно трек X-Kilat для демки Psychedelic, которая родилась в сотрудничестве двух демо-групп Virtual Dreams и Firelight, версии для платформ Amiga 500 и 1200 под игра чипсет, и представлена на The Party 94, проходившая также по традиции с 27 по 30 декабря в датском Гернинге, Центральный Ютланд. Шведско-финский тандем выстрелил. Демка Psychedelic заняла второе место в Amiga Demo Competition, а Линуса ждала перспектива сотрудничества с уже сегодня легендарной шведской творческой группой The Black Lotus, более известная по аббревиатуре TBL. Сам Линус и по сей день для себя считает X-Kilat своим лучшим творением. Я тоже считаю, что задумка и реализация X-Kilat довольно достойная. В 1994 году трек просто рвал. И если вдуматься, ведь трек сделан на Octamedia с использованием всего 4 каналов, а звучит сложно и интересно. Грамотно подобранные инструменты и хитро скомбинированные разные партии в каналах, в котором он остается и по сей день, а была бы еще версия качества звучания CD, цены бы ему не было. Надо заметить, что демка Psychedelic состоит из двух частей, и в ней присутствует еще один трек, написанный музыкантом Мартином Шоллером, более известный под псевдонимом Julius, который тоже сотрудничал с Virtual Dreams и Firelight. Вообще, это очень удачное и гармоничное сочетание музыкантов. Два трека от разных людей, а можно и ненароком подумать, что писал один человек. Близкая философия мироощущения — это так, что треки завязаны в одно целое, не часто встретишь. Трек Джулиуса звучит первый, а трек Линуса крайний.
Год спустя, а именно в 95 году, Linus в сотрудничестве с музыкантом Allen делают трек для демки Factory, кодом и графикой которой занимались все те же Virtual Dreams и Firelight. Демка заняла 3-е место на The Party 1995 года в Amiga Demo Competition. Около года от Линуса не было ничего слышно, разве что в сентябре 1996 года вышел его конвертер S-Split под MS-DOS. Но вот наступает 1997 год, месяц июль. В Бельгии, в Саут-Поли-Валланд, в местечке Васмес, недалеко от города Монс, проходит демо-пати под названием Wired, по итогам окончания которого в номинации 64-килобайтных интро первое место берет демка под названием G's от творческой группы из Швеции The Black Lotus. Демка написана на ПК под MS-DOS в оригинале, но также была портирована для BIOS, Linux и Windows соответственно. И выполнена в психоделической стилистике, которую сопровождает трек под названием Smoke Out. Автор трека — Prop, он же Linus Elman. Трек выполнен в стиле Goa Trance, шикарнейший трек с яркой запоминающейся гуашной полумелодикой и грамотной аранжировкой. Колбасились до безумия тогда все, кто присутствовал. На мой взгляд, трек действительно суперский, но немного подкачала бас-бочка. Не хватает ей низкочастотной пробивной пульсации и немного яркости на верхах. Но в целом звучит классно и интересно. Goa Trance у Проба получается действительно здорово, и это подтвердится в декабре в Дании на The Party 1997, где TBL-овцы снова победят в интро 64 килобайт со своей демкой Stash. Как и 6 месяцами ранее, парни продолжают психодел-тематику и не ошибаются. Снова первое место и снова треки от Линуса Эльмана. Уже в количестве 2 треков Over 2 и Bluish. Это настоящий Goa Trance, транс, который время от времени будешь переслушивать, сколько бы времени ни прошло. Авторство некоторых треков, кстати, из Стэша по ошибке приписывают Маркусу Алакангасу, так как ранее, в марте того же 1997 года, на The Gathering Party TBL представили демку Astral Blur из этой же Goa Trance серии под ПК, где автором музыки трека под названием Coffee Shop был Маркус Алакангас, он же Азазель, в соавторстве с Balance.
трек очень схож по звучанию и стилистике с треками Линуса Эльмана, поэтому многие путают и либо Smoke Out, либо Bluish относят к авторству Азазеля, но это ошибка. И Over 2, и Bluish, и Smoke Out написал Probe, Линус Эльман. На этом, к сожалению, Probe как-то незаметно отошел от написания треков для демок, и, как он сам пояснял, теперь изредка делает музыку для себя. Со временем совсем растворился в работе. Сегодня Линус управляет софтварной компанией, занимающейся разработкой разных программ. На демо-сцене уже 24 года не активен, хотя у него и остались кое-какие связи внутри TBL и Virtual Dreams, но, как он говорит, ничего особенного. Что ж, пожелаем Линусу доброго здравия, удачи и развития в бизнесе. И все-таки хотелось бы когда-нибудь услышать новые работы от Probe. И от всех нас передадим Линусу послание на английском. Probe, man, you should return to the demo scene and give us more massive trance. Thanks a lot for your great music and we all wish you luck, buddy.